День, дорогие дамы и господа, меня зовут Игорь Порох, в эфире обзор финансовых рынков за 240 секунд. С нас контент, с вас лайк, подписка. По фундаментальным новостям. Сегодня выйдут данные по индексу S&P. Завтра у нас важные новости будут по запасам сырьевой нефти, и ФРС даст свою риторику по поводу дальнейшей денежно-кредитной политики США относительно ставки доллара. Четверг, депозитные ставки по евро и ЕЦБ процентную ставку также будет озвучивать, но скорее всего она останется на том же уровне. В этот же день ВВП за третий квартал по Америке, ЕЦБ даст пресс-конференцию по процентной ставке евро, и в пятницу у нас будет индекс производственной инфляции. Также на фонде сейчас у нас идет сезон отчетности. Сегодня свои отчеты сдадут Microsoft и Google. После того, как закроется рынок, Facebook завтра отчитается, и Amazon будет отчитываться уже послезавтра. К слову, процентная ставка доллара на 98,5% на очередном заседании 1 ноября останется на прежнем уровне. 1,5% вероятность того, что будет понижение процентной ставки. Фонда у нас протестировала годовую скользящую среднюю, плюс здесь уровень 0,5 Фибоначчи. И все складывается к тому, что мы увидим какой-то откат в сторону 4300 пунктов, возможно 4320 пунктов. 330 дальше уже буду принимать решение в зависимости от того, как протестируется вот это вот уровень 4300. Или дальше вниз, или же какое-то начнется лонговое движение. NASDAQ, по NASDAQ ожидаю также откатное движение в сторону 14930, тест данного уровня. Если быки не смогут пробить, то тогда дальше падение в сторону 13700. Золото вроде бы пытается сделать какую-то остановку. Если мы дальше увидим боковое движение, боковую проторговку, то также можно ожидать снижения вниз с коррекцией в сторону 19.35, 19.40. Total, капитализация криптовалютного рынка, сняла ликвидность за апрельскими хаями. Можно сейчас увидеть какую-то боковую проторговку и какое-то откатное движение в диапазон 1,175-1,15 триллионов долларов. Альткоины. Капитализация альткоинов пробили мы сопротивление, вышли, протестировали зону 360 миллиардов долларов. Сейчас, скорее всего, будет откат в зону 342 миллиарда долларов. Если же медведи не смогут пробить эту поддержку, то тогда, возможно, здесь будет какой-то закреп, пробой данного уровня и какое-то новое лонговое движение. USDT свипнули здесь ликвидность за 6.74. Это за июльскими лоями. Сейчас, возможно, будет какая-то остановка, возможно, какая-то проторговка, какой-то откат в сторону 7.40, 7.60. Ну и дальше уже будет смотреть по ситуации на рынке. Или дальнейшее снижение в зону 6.40 и поднятие стоимости биткоина в диапазон 36-37 тысяч долларов. Или же какой-то возврат в рост доминации USDT и снижение стоимости биткоина. На фоне этих новостей и стоимости биткоина однозначно доминация подросла. Тестируется зона 54%. Пока о снижении говорить рано. Доминация эфировская также снизилась. Практически протестировали цель 17.22. Пока что мы увидим здесь боковик. Стоимость биткоина. Я здесь открыл фьючерсный котировки фьючерсов на семье по биткоину, и очень интересно видим, что сейчас перекрывается гэп в диапазоне 34-36 тысяч долларов, гэп, который был сформирован еще в мае 2022 года, и видим, что правило все-таки срабатывает, гэп должен быть перекрыт, неважно, займет это один день, неделю, год, неважно какое время, и видим, что сейчас гэп перекрывается. Но здесь предположительно еще должно, торговался он 35 500 в районе 36 тысяч долларов, поэтому здесь еще не закончено движение, может быть еще быть какой-то перехай, но гэп уже по факту практически перекрыт.
ожидаю откатное движение по битку. Эфир. Эфир также очень сильно вынесли шортистов, ну прям безумно сильно вынесли шортистов. Сняли мы ликвидность выше сопротивления $1800, перекрыли полностью зону имбаланса, который у нас образовался после данного пробоя. Сейчас можно увидеть какой-то откат в диапазон 17.80. Будем следить за покупателями-продавцами. Если продавцы смогут продавить данный уровень и цена вернется под этот уровень, то это был ложный пробой и просто вынос шортистов. Если же актив закрепится над зоной 17.80 и будет торговаться несколько дней, то возможно будет какое-то продолжение данного лонгового импульса. Так, на этом буду заканчивать наш обзор. Если какие-то вопросы будут, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу. Всем желаю хорошего тренда и успехов. Всем пока.